Ку-ку. Всем привет. Всем здрасте. Я даже включила сразу микрофон. Я даже не облажалась. Я даже молодец. Здрасте, здрасте. С вами я, Екатерина Пряникова. Наконец-то мы с вами встретились спустя сколько? 2? 3? Или 2? Давно мы не виделись, да? В начале июня, по-моему. Ну, наконец-то этот день настал. Мы снова с вами встретились, и я не знаю, что мы сегодня будем делать. Играть или болтать? Офисный работник? Это я. Привет. Как у тебя дела? Ты поел? А ты поел? Ну, нормально же. Выгляжу. Огонь же, да? Вообще отлично. Шикарно просто. Закачаешься. ЧСВ, да? Угу. Я, оказывается, помню, что мы делали, когда играли в последний раз. Мне даже не особо пришлось напрягать мозги, чтобы вспомнить, что мы там делали. Игрушки не показала, блин, они на работе. Кстати, взбомбили киндеры и шоколад не съели. Шоколад лежит. Зато игрушки посмотрели. Вот, но еще 2 киндера осталось. Ну так что, значит, у меня, короче, ребят, на самом деле много новостей. Много всего происходит за последнее время, поэтому мы так мало с вами встречаемся, потому что просто я физически не успеваю все, что нужно делать, и даже не успеваю отдыхать. Просто элементарно не успеваю отдыхать. Поэтому мы с вами встречаемся так редко, ни в субботу и ни во вторник уже не встречаемся, потому что мне просто хочется чуть-чуть поваляться, поспать, потому что будни рабочие впереди. Привет, Хантер. На самом деле, дачу мне не надо, у меня уже и так дом. Какие, значит, у меня сейчас дела? Я сейчас занимаюсь немножко потихоньку ремонтом в комнате, потому что он у меня не закончен. И потихонечку, помаленечку я этим всем делом занимаюсь. Но так как тут уже и шифонер, и кровать, и стол, и комод, и все подряд, это все дело потихонечку ездит туда-сюда из угла в угол. Короче, весело у меня. Вот такие вот дела у меня, Хантер, да. А еще у меня вчера был очень сильный град. У меня градом просто весь мой огород накрыло, как цунами. И там вообще печаль полнейшая. Прям просто печаль. Но, как бы, зелень-то, понятное дело, очухается. Не знаю, как насчет всяких там арбузиков и дынек. У меня дыньки зацвели, кстати, арбузики цветут. Первые арбузики, которые я посадила, кстати, у меня там были маленькие завязи, но благополучно, когда были обратные заморозки, это все дело у меня замерзло. Но они более-менее очухались, сейчас цветут. И вот вчера был град, и у меня там просто маленькие мои арбузики, все, их размолотило градом. Шикарно вообще. А градины были нормальные, хорошие, прям такие. Если бы по голове било, возможно, дырку бы пробило. Ну вот не знаю, что будет. Гром жуткий был. Ну вот у нас тоже гром был, у меня скаюшка лежала, и вот так вот в окошко там, что там такое? Там грозище, гром, дождина. У меня вчера даже лужи на участке стояли. Я с работы приезжала, у меня там просто лужа, как будто болото какое-то. Я вот сегодня с утра ходила, некоторые свои растения проверяла, в каком они состоянии после вчерашнего веселья. Потому что вчера я туда даже не смогла пробраться, потому что меня потом засосало в эту грязь вместе с тапочками и моим хвостиком. Такие вот дела. Такие вообще погодные фигни, ну, не часто в моих краях. Я вот не припомню, чтобы вот так вот было, чтобы там за 3 недели 2 раза град, чтобы вот такие перепады, какая-то жара, духота.
Потом вот это вот какой-то коллапс, дожди, ливни просто вот накрывает. И град этот, здрасте, приехали, я давно у вас не был. Вот мой чемодан, я буду жить с вами. Как-то это не прикольно. Парни Кеннет, сажать арбузы, ну у меня тепличка, она 6 на 3, но вот у меня там нету места под арбузы. У меня там и так все вот понатыкано, что-то растет. У меня там, кстати, вот такой маленький помидорчик есть уже. У меня там вот такой перчик есть. Да, скоро буду перчик жрать. Угу. Ну, понятное дело, зелень. С огурцами у меня в этом году вообще какой-то... Они не хотят со мной дружить. Но они растут, слава богу, там. Ну, вот такие саженцы пока что. Я их завтра сделаю им веревочки, чтобы они так чик-чик-чик вверх вились. Физалис у меня еще есть. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. У меня друган появился. Я не знаю, может быть, он не один. Короче, мы болтаем, да, мы болтаем. Потом мы плавно перейдем к игре, пока не наболтаемся, да. Значит, не так проголосовал? Привет, ничего страшного. Самое главное, что ты пришел. Значит, кто у меня появился? Ребята, у меня, как и в прошлый год, только в этом году очень рано. В том году у меня уже под конец летнего сезона это маленькое чмо мохнатое появилось. Значит, у меня пришел крот. И этот крот пакостит. Мне Владоська скинул, значит, варианты ловушек. Ну, понятно, первым делом кто узнал, что у меня крот по участку ходит? Владоська. Значит, разрабатывал там он план капкан, как поймать эту маленькую мохнатую тварь. А мне же жалко, сердце же женское. Я говорю, я не смогу его убить. Влад такой, ну, глаз выколешь ему, ну и ладно, ничего страшного, будешь без глаза крот ходить. Я говорю, ну не могу я. А тут все, доконал он меня. Будем делать ловушки. Потому что это маленькое чмо мне перерыло весь цветник. Я думала, у меня все цветы сдохнут. Ну, некоторые цветы сдохли, некоторые мне удалось реанимировать, но на следующий день, после того, как я все реанимировала, пошел град. Я вообще была так рада, ребята. Что не крот, то, блин, град. Не понос, так золотуха. Вообще, во. Шикарно у меня лето в этом году. Огородный сезон просто бомба. Да, самое главное, что жопу не показываю. О, ты тоже в Ведьмаке сидишь? Отлично, замечательно. Будем вместе играть. Крота надо кувалдой убивать. Ну вот, возможно, слушай. Но есть ловушки очень жесткие, конечно. Там он бежит, и эта ловушка вот так хресь, и просто ему все там... Но это очень как-то негуманно, мне жалко. Мне хочется его поймать и куда-нибудь его увезти в далекие дальние дали. Пусть он там, значит, сидит и в носу ковыряет, и там червей жрет, и муравьев всяких. Они у меня на участке. И вот не знаю я на то, что Владосика мне посоветовал, получится ли не убить, или не получится. Не знаю, короче. Но у меня уже на самом деле есть дикое желание просто его затыкать лопатой. Потому что когда он взрыл мои розы, это был вообще кошмар. Я, кстати, ребята, ставила ловушку. Я пыталась на 3-литровую банку его поймать. Я закопала 2 3-литровые банки. В одну банку он все-таки попался. Он сожрал из этой банки вкусную печенюшку. Но так как эта тварь нагорнула земли в банку, когда лезла, он, короче, благополучно потом из этой банки вылез. А во вторую банку я поймала жабу. Я такая молодец. Такая вот огромная жаба была. Я ей говорю, вылазь из банки, иди отсюда восвоясь. Она сидит. Такая, что-то скукожилась там. Я говорю, ну угощайся печенькой хотя бы, что там сидишь-то? Сидела, потом ушла куда-то. Кусики, привет. Как дела? Рассказывай, доставай, показывай. А я тут на крота жалуюсь. У меня крот балуется, ходит. Он мне, кстати, первый раз, когда приперся, он приперся в теплицу.
И знаете, вот самое досадное, что эта тварь просто ходит под корнями. Он мне все под помидорами просто взрыл. Под перцами взрыл. У меня один перец упал, баклажан один перекопал, баклажан тоже упал. Но я земли подсыпала, пролила, слава богу, вроде все это назад растет благополучно. Но, тем не менее, мы должны понимать, что если такая не происходит, то плодоношение у данного саженца отодвигается, потому что ему нужно время на восстановление, ему нужно время, чтобы его корневая система снова была как надо, как положено. Короче, у нас это клуб садоводов-огородников сегодня. Мы сегодня не играем с вами, мы сегодня общаемся, да, на разные темы. Обсуждаем, что прошло за последние 2 недели в жизни Екатерины. И это не только белые стены и надоедливый крот в огороде. Спецназ из дюймовочек вызвать. Слушай, Владоська говорит, что я кроха. Мне кажется, что меня можно снаряжать лопатой, и я просто пойду по кротовьим норкам с лопатой наперевес, как будто это обрез. И искать буду эту огромную кротовью жопу, которую я просто распинаю. Не знаю, на самом деле, что будет, когда я его поймаю. Может быть, мне станет очень жалко его, я буду очень мой сладкий. Но если это будет черный крот, как землеройка, который выглядит, а не вот этот страшный слепыш, который скажет: я тебя сейчас съем, Катька. Вот эта тварь будет вообще очень страшная, на самом деле. Если это крот-слепыш будет, то это прям Я не в купальнике, я в платьишке. У меня платьишко. Да, я в платье. Hi, hello. Наш комментарий кое-кому понравился, но не будем об этом. Ну что, ребятки, я думаю, что пора заканчивать. Еще 10 минут поболтали, я рассказала, как у меня дела. Показалась с шикарной прической. И все. Кстати, ребята, значит, у меня ремонтировали дорогу. Мы тут подняли такую вообще бучу, такой скандал. У нас просто засела скания с песком 40-тонная. Там просто был полнейший кошмар. Это, по-моему, кстати, даже на последнем стриме я об этом рассказывала. Значит, потом на следующий день пошли ливни. Там засела бетономешалка, ее, слава богу, вытащили. Засела еще одна бетономешалка, ее вытащили. Потом все потихонечку в одну полосу ползли, еле как, с горем пополам. Там на том участке дороги была сплошная глина, которая просто вот кошмар. Еще вот это все то, что перемешано большегрузами, просто адовый кошмар был. Короче, приехали ремонтировать нам дорогу. С выемкой грунта, все такое, все как надо. Значит, вся вот эта вот глина благополучно сейчас на обочине. Они ее выгорнули, но не сделали ни укосины, ни ливневку никакую не сделали, ничего. То есть сейчас идут дожди, эта глина благополучно стекает вот в эту, значит, в этот участок дороги, который они отремонтировали благополучно. Он просто там низина получается, то есть они туда засыпали бут. Они это притрамбовали, слава богу, катком покатали. Они потом засыпали более крупную фракцию щебня и мелкую фракцию щебня. Хорошо, отлично, вроде молодцы, но почему-то уровень вот этого участка отремонтированного, он ниже уровня остальной дороги, и, понятное дело, все туда стекается, и вот эта шикарная лужа геотекстиль они не положили. И там просто вот этот вот адовый кошмар творится, и ты едешь, ты понимаешь, что а что вы там сделали-то? И ничего вы и не сделали. Дорога как была кондушенная, так и есть вот такая вот. Короче, кошмар, просто кошмар, ребята, творится в этом году у меня. Дорога отвратная на самом деле, просто отвратная. Мои маршруты вот эти вот наишикарнейшие. Бедное дело, машинка ломается, часто на станции торчу. Тут на ходу рычаг недавно лопнул. Ну хорошо перед домом, нормально. Все обошлось. Ну что, мы будем играть?
Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Так точно, капитан. Кто проживает на дне океана? Никто. Рыбки. Ну все, переключаюсь на игровую сцену. Я думаю, нормально, я не меняла с последнего раза ничего. Ну и что? Все. Скажите мне, как там звуки, все ли хорошо, все ли комфортно, все ли нормально, но я ничего абсолютно не меняла, ничего не трогала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар, ведьмачью крепость Каэр-Морхен. После того, как сказали, что рыбки первые сдохли от того, что кто-то накормил рыбок руками в креме, и типа там образовалась пленка, и рыбки из этого сдохли, и типа, а кто рыбок-то кормил? Екатерина, конечно, по утрам кормила деток, потому что приезжает раньше всех, и первым делом идет моет руки, кормит рыбок, потом опять моет руки, потом уже садится за свое рабочее место. А по итогу тогда сказали, что это женские руки в креме покормили рыбок, и рыбки сдохли. И кормите сами тогда своих рыбок, и я больше этого дела не касаюсь. Вообще не касаюсь никак. Вот так. Так что я не знаю, как там рыбки. Слушайте, мы ходили с этим, жиши, пиши через... Это должны быть следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не уезжал. С чуваком, который Владоське нравится, который сказал, что... А он зато прямолинейный и в лоб говорит сразу все, что думает. А не как ты, Екатерина моя, дорогая. О, прикольно. Я и забыла, что мы подрубили этот... Надо посмотреть на следы? Нет, не надо? На миникарте забыла, что подрубили ведьмачье чутье. Нет, я не буду в аквариуме крота держать. Я буду крота, если я его поймаю, если это будет маленький крот, я его, не знаю, потискаю, наверное, червячками покормлю, потом увезу в лес. Если это будет большой, стрёмный, страшный крот, я лопатой зарублю. Просто у меня есть огромный топор, я ему головешку положу, значит, на полен и просто вот так сделаю. Тюк! Это будет гильотина. Это будет ему наказание за то, что он пакостит, тварь мелкая мохнатая. В самолеты долбиться пойдете? Ну, главное, что в самолеты. Только в самолеты можно. И, кстати, всем здрасте, всем привет. Всем чмоки-чмоки. Так, ну я, как бы, слава богу, кнопки-то не позабывала вроде. Собрать травку я могу. В тот раз мы когда играли, Владоська говорит, ты типа как-то странно играла. Я говорю, да я уже устала, я уже спать хотела. Ну тогда, говорит, ты пошла не по тому заданию, выбрала самое долгое. Я говорю, блин, я же не знала, что это будет самое долгое задание, блин. Просто пошла наобум. Просто наобум пошла. Первая попавшаяся. А по итогу самое долгое. Думаю, ну надо же доиграть, надо же его завершить, и потом закончить и идти благополучно уже отдыхать. Ну, как бы... Короче, если вы увидите сегодня, что я маленькая вялая ватрушка, давайте заканчивать. Потому что это все дело печальненько выглядит. О, смотрите, Василек. Это его конь. Как там его? Василек? Василек. Прекрасное создание. Прекрасное создание, конечно. Эскель разбил лагерь. Должно быть, собирался побыть тут подольше. Ты летаешь там уже? О, улучшенное масло против драконидов. Нифига, прикольно.
А у меня было или не было у меня масла? Следы ног и козьих копыт. Интересно. Роста не прибавилось в чем? Привет, Саш. Лапша в холодильнике, а кисель надо варить. У меня сухой кисель есть. Да его можно сухим погрызть. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла... Козла? Надо найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. А что пахнет козлом? Что тут пахнет Кусочки козлом? содранной коры. Похоже, козел Эскеля терся о дерево. Жопу Клок чесал, как шерсти. медведь. Ух, точно, козье. Это была шутка? Ну ладно, хорошо. Когда будет музыкально-инструментальный? Слушай, я не знаю, Хантер. Вообще мне некогда брать инструменты в руки. Вообще некогда. Сейчас единственный мой инструмент это шпатель. Шпатель и лейка. Лейка в огороде. Ну и там всякие штуки для рыхления, там подпушивания, вот это все. А вот дома со стенами я развлекаюсь со шпателем и, значит, с валиком, да, которым крашу стены. Угу. Вот такие вот дела. О, вот запашок. Запашок. Запашистый запашок. Идем. Саня, расскажи, как у тебя дела? Что у тебя хорошего? Что интересного? Так, если нам дали там масло против драконидов, давай намажемся им. Рюкзак. Где это масло? Улучшенное масло против драконидов. Против проклятых, против зверей, повешенного, трупоеды. Оно же было какого-то цвета. Вот. Подожди, а почему нам же дали вот это? Все, идем. А вот и следы Эскеля. Нос меня не подводит. На Ми-8 летал? Нифига себе. И как? Круто летать. Ме. Колокольчик. Не сам же он привязался. Лежит прям. Так это коза, а не козел. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Здрасте, приехали. Он своей козой, что ли, это? Дабы Хочешь велохвоста пожертвовать? приманить, колышку козу вервием привяжи. И среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий Главного брата шрама-то Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Не Тебе скажешь столько же мне. лет, сколько и мне, обалдуй. Ну то еще камерам начнешь подключаться в моем поселке, Рад тебя наблюдать. видеть, наконец-то. Рад тебя видеть, наконец-то. Наконец-то мы встретились. Ну давай, ну я тебя тоже типа рад видеть. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. От утопца к утопцу. Стрелял еще. Всё. Я простой Круто. ведьмак. Не сражаюсь каких-то с учениях драконами, был не или братаюсь чё? с королями, не сплю с чародейками. Не то что некоторые. Это коза того ворожея? Слушай, не знаю. Он меня такой, типа, не то что некоторые, нифига ты. Ну, пускай вот так будет. Поверь мне, здесь нечему завидовать. Верно. Запивать икру шампанским должно быть Секретная тяжко. информация? Ну ладно, вот так. Чик, чик, Слышал? всё. Я Иди. могила. Мы сейчас будем драться. Подожди, а мне надо арбалет. Ой. Так, понятно. Так, надо вспомнить. Мне надо вспомнить. Подожди. Квен. Чик. Оп. Ить. Я вспомню, как управлять. Галера! Уходит! По крыльям его! Ну так погоди, а где мой арбалет? Я же вроде как, типа,
Вы не можете напасть на эту цель. Какого хрена? Я чуть ни хрена не поняла. Где мой арбалет? Доставай свой арбалет, ватрушка. О. Побежали! Где это? А чё тот-то не Не идет? боишься оставлять коня внизу? Вдруг Велохвост его подерет? Какое там? Василек, боевой Используя конь ведьмачье деревенских чутье, кровей. надо Он идти по справится, кровавому если следу. Иди сюда, Я рассказывал, чучундра. откуда он у меня. Нет, Рассказывай. наверное, нет. Потерял много крови. Артерия перебита. Кровище-то светлое. Вот бредут овечки по лугам на солнце. Пастушка не видно. Слышно? Нафига он поет? Что это за песенка? Должна Да, была быть горская 27-29 песенка, как раз чтобы серия? лазить по Почему? скалам. Мамка мне пела. Помнишь ее? Это как вы так Только вот эту посчитали? глупую песенку. Больше ничего. Ничего не глупая песенка. Что за вообще глупости какие-то? Так, идем по кровавому следу. Здесь он приземлился. И не слишком ловко. Посмотри на следы. Он, похоже, сломал крыло. Бедняжка. Ну пойдем его искать, что ли? Или где он? Погоди, что там? Еще здесь. Сюда, чоп-чоп. Ух ты ж! Здесь стоит стоит осмотреться. Кажется, смылся в логово. И хорошо. Шо? Оттуда уже не Какашки, убежишь. наверное, тут лежат его. Да? Какие-то камушки. Ну это не какашки, логично, Катерина, это кровь. Ну кровь бежит. Коза. А тут что? Тут, наверное, надо этот сделать. Так, ух. Ну чё, просто разрушил и чё? И ничего не произошло. Фантастика какая-то. Там еще какая-то дырка. О, вкусняшки. Ребят, рассказывайте что-нибудь интересное. Здрасте, приехали, до свидания, уехали. Давай, мочи его. Замочили. Ну хорошо. Собери ликвор и пойдем отсюда. Режь сзади сразу под черепом. А если мне нравится играть в Ведьмака, что вот мне делать? М? Я не объясняла, зачем я это. То есть ты тоже не знаешь? И тебя это не беспокоит? Ну, мы ей доверяем. Нет, не беспокоит. Я ей доверяю. Так говорят, люди на ошибках учатся. Что? Ничего, ничего. Поссориться со мной хотел. Отлично. Пойдем. Что этот пухляш недоволен? Ну хорошо. Давай заберем все. Что с ним поговорить можно? Так. Погоди, тут надо еще, наверное, осмотреться и собрать всякие вкусняшки, если что-то есть, да? Можно, может, кошку выпить. Кошка, кошка, выгляни в окошко. Или тут мы типа... Иди. Или мы вот этот чертеж взяли и все? Больше не будет тут никаких вкусняшек. Кто именно прав? Ну-ка, погоди, я теряю мысль моментами. Саня прав или этот чудик прав? Не, я могу вообще прекратить стримить. Вообще не проблема. Если это так напрягает, вообще прям самой легче станет. Платва. Слушай-ка, а может сгоняем на перегонки?
Посмотрим, кто быстрее, плотва или василек. Блин, слушай, Хантер, я не разгадывала загадку, не думала даже. На перегонки не хочу гонять на перегонки. Не стоит. Не хочу гонять коня без нужды. Даже не знаю, что все эти бабы в тебя находят. Ты же индюк надутый. Сам Зато ты какой индюк. красавец. Дело вкуса. Ладно, пойдем. Так, где моя кобылка? Быстрей. А что, он типа меня ждет еще? Так, тут какие-то злодейские морды еще ходят, красные точки. Поворачивай. Так, и потом, значит, у меня останется еще одно задание там в Кар-Морхене. Надо будет помочь Йен, что-то там с кроватью вроде, да, связанное. Задание какое-то такое было. Чего, скакать не захотела? Не знаю, Водоська. Что-то не захотела. Че, я думаешь, победила бы его, да? Вообще без Б? Но! А вдруг нет? Вдруг бы я отвлеклась и не победила бы. Это бы ударило, по-моему, самолюбию. Так, теперь нам надо помочь Йеннифер. Где моя барышня? Доступно. Очко доступно одно. У нас левелап. Ап, левелап. Так, где моя дорогая? Где наш единорог? Где же наш единорог? А, надо ей помочь починить мегаскоп. Тут вопрос, значит, не в кровати. А, на кровать выкинула, по-моему. Что-то типа такого вроде было. А может и нет, а может я ошибаюсь. Не помню уже. Я необычно прохожу. Ну, видишь, в силу того, что я не играла ни в первую, ни во вторую часть, я полагаюсь на свою, скажем так, интуицию. И типа на то, что бы мне хотелось сделать. Поэтому и необычное прохождение. Достаточно, может быть, где-то глупые моменты. Ну, не знаю. Я надеюсь, что моментами это очень весело. Где моя барышня? Женщина, где ты? Так, тут, походу, дела... Нет? Нет. Понизу где-то. Где ты там, засранка? Так. А принцесса-то моя в башне сидит. Чтоб его разорвало! Ого. Фига себе. В кровати лежит сережка Триси. Ну, надо идти за сережкой. Сучий кристалл. Ты решила нас взорвать? Геральт, прости, но мне сейчас не до шуток. Что-то не так? Серьезно, но Дай я не до подумать. шуток. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весемир назло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо велохвоста, наверное, пошел за грибами. За грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним как к прислуге. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню, когда придет время. Сперва закончим подготовку. Так. Давайте нам не поговорим доверяешь? немножко с ней. Доверяю.
Но боюсь, что вы не доверяете мне. Ну я-то доверяю Поэтому ей. предпочитаю держать некоторые вещи в тайне. Пока что. Извращенная логика. Так может казаться. Но ты еще поймешь, что я права. Ну-ка, что там, бра? Я слышал про кровать. Ты предпочитаешь спать на полу? Не советую. Пол каменный и дует ужасно. Лучше так, чем собирать рыжие волосы с матраса. Значит, ты так бесишься из-за Трис, что вымещаешь зло на мебели. Радуйся, что я не вымещаю зло как-нибудь иначе. Геральт, не хочу показаться злопамятной, но все-таки ты трахал мою подругу. На этой самой кровати. Да, я знаю, ты потерял память. И все-таки... Давай так. Это не Я не повод буду тебе трахать об мою этом напоминать, подругу. а ты перестанешь напоминать мне про эту дурацкую кровать. Идет? Ай, Идет. психушка. Замечательно. Тогда перейдем Вот так к более важным ревность, вопросам. а? Хорошо. Что мне делать? Ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. И результатов что-то не видно. С этим я уже справился. Надо же, сколько инициативы. Тогда осталась еще одна мелочь. Единорога посетить. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Она не Где-то хочет рядом на единороге источник со мной энергии, поскакать. который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. О, hello. Бонжур. С кем ты будешь разговаривать, барышня? А с кем ты Объясняйся. будешь разговаривать? Или это тоже тайна? Вовсе не тайна. С Идой Эмиан. Помнишь такую? Ее забудешь. Член ложи, эльфская знающая. Вот именно. Мотылёчек Знающая, как маленький, следует из да. названия, много знает. Поэтому я попрошу у нее совета относительно Умы. Ты доволен? Ой, у меня душевная травма после общения с твоими коллегами, знающими, не знающими. Но раз надо, значит надо. Думается мне, не Все, на хана всех ты в мотылечку, обиде. я его убила. Неважно. Благодарю за разрешение. Итак, Ладно. рассказывай. И как искать источник? При помощи этого потестиквизитора. Какая-то штука интересная. Потестиквизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. Будем, значит, слушать писки. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги. Какая-то она серьезная слишком. А как же быстрый перепих? А, и еще. Чё, ты передумала? Да. Спасибо, Геральт. Ах, у нас снова предмет для задания. Подготовьте его к использованию. Отлично. Ну он у нас готов. Он у нас вот он. Нам надо было отслеживать... ничего не надо, все нормально. А тут ничего не надо пособирать. Тут нету никаких вкусняшек. Хрень с ней. Быстрый перепих? Естественно, ты что? Когда не можешь долгий перепих, то быстрый само то. Особенно где-нибудь в неразрешенных под это местах. Вообще, на ура заходит. Ай, господи, ну приколы, а. Так. Сейчас я все пособираю еще. Уголь. Рубашка. Шкуры какие-то. Сейчас я медвежьи жопы насобираю опять. Какие-то лунные осколки. Лунная призма. Дай мне силы. Тут еще что-то есть. Возьми. И вон там еще в бочке что-то есть. Да тут 3 бочки. Чего не ожидал от меня?
А что вы от меня все ожидаете? Ну, я вообще никогда не говорила того, что хорошая. Я плохая. Какие-то книжки, какие-то все штуки. Ну, сколько всего интересного. Какая-то штука делать зелье варенья. О, это мой тайник. А подожди, а может мне что-нибудь надо складывать? Поговорить. А кто это такой тут? Самый уродливый человек на свете. Это вот эта маленькая Квазимода. Весемир, ничего там говорит же. Это же мы предполагаем, что это может быть... Цири, да? Как тебе помочь? Чем я могу тебе помочь? Ума. Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Кайр Морхен. Yes. Ума. Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Прям как будто рассуждает, слушай. Ага, я тоже так думаю. Береги себя. Береги себя. Давайте с Весемиром еще поговорим. Да? Что такое? Я виделся с Эмгыром. А есть на свете еще какие-нибудь коронованные головы, которых ты не видел? Ума. Несколько. Будем надеяться, что так все и останется. Помнишь первую войну с Нильфгардом? Битву под Соданом? Весь Север сражался вместе. Тимерия, Редания, Каэдвен, Айдирн. А чародеи были героями. О них песни складывали. Мало что осталось от того мира. Ладно, вот и поговорили. Пока. Так что там насчет того, что я какая-то засранка, да? Давайте это обсуждать, это очень интересно. Книжки, какие-то книжки я читала. А вот эту штуку бы я хотела взять. Ну да ладно, давай, короче, искать источник помех. Где-то, хрен пойми, где этот источник помех. А может быть... Так, зачем я опять в тайник свой полезла? А может быть, это может... Хрен пойми, что это может. Давай с этим поговорим. Ого, крупная тварь. Ага. Месяц я его выслеживал, Голым. но все-таки с эволюцией. Поздравляю, и все-таки не могу не спросить, зачем тебе его тело. Хочешь сделать чучело и повесить над камином? Хорошая мысль. Но сперва я закончу вскрытие. Ну зачем он его вскрывает? Эта особь была быстрее, чем остальные. А, Быстрее блин, и сильнее. точно, Я хочу Ладоська, её как следует спасибо, осмотреть. блин. Она же сказала, чем больше пищит, тем ты ближе к цели. Вообще, кошмар. Позволишь взглянуть? Давайте поможем Что, такие этому. последние почести? Нет, спасибо. Ты режь, а я пока что-нибудь съем. Яблоко жрет. Ну давай, осмотрим голову. Давай осмотрим его голову. Длинные усы, выдающаяся лобная доля, но это нормально. Длинные уши и серьга. Серега. Ага, я такое видел. Этот вид любит блестящие штучки, как галки. Так, а в пасти... Чем больше стоит, Желтые тем ты тупые ближе. зубы. Как-то это пошло А звучит, верхних и Владос, нижних а? резцов нет. Ну что за дела, Да. а? Зубы он не чистил. Ладно, что там дальше?
Ну, наверное, понимаю, да. Давай взглянем на его кишки. Ну как, есть Жует, как что-нибудь хомячок у него интересное? яблочко защипает. Фрагменты непереваренной пищи. Похоже, тут запас лет за Мухи 10. летают. Человеческие волосы, пряжка от ремня, медики и золотое кольцо. Золотое Не кольцо хочешь есть, течет, не ручей бежит, Если ручей. почистить, будет как новое. Нет, спасибо, она носит только серебро. И зря. Все остальное вполне обычно. За исключением печени. Похоже, он имел слабость к крови пьяниц. Он любил ощущение, когда у него кружится голова от алкогольного опьянения, поэтому он и жрал пьяниц. Отличные когти, дюймов 15. Они растут у них всю жизнь. Этому было лет Нифига 100, себе, какие 110. когти. Ноги мощные. Ему кассиром Особенно нельзя работать, он не икры, сможет сдачу И я давать тебе скажу, бумажными быстрый он был, денежками. этот ублюдок. Он просто не сможет Вот здесь, их даже из них кассового там, аппарата всё время в взять. тени. Я едва мог его разглядеть. Как ты его Давай, сделал? спокойной ночки, О, долгая отдыхай. история. Потом как-нибудь расскажу. Долгая история потом расскажет. Кстати, завтра мы с вами не увидимся, поэтому мы встречаемся с вами сегодня. Завтра я буду заниматься домашними делами, потом, значит, Думаю, я буду увидел отдыхать. В достаточно. воскресенье Старая утром у особь, меня ранний опытная. подъем. Поэтому мы с вами в субботу не Было встретимся, бы потому что в здорово воскресенье мне научиться очень-очень понимать рано возраст вставать и катакана по ехать следам, в город по делам. чтобы не наткнуться на такую Несовершеннолетних. вот зверюгу без подготовки. Поэтому Это вот правда. так. Ну давай Поэтому я займемся решила, этим что мы потом. сегодня с вами обязательно Увидимся. должны встретиться, немножечко поиграть, поболтать. Вот так вот. Не знаю насчет вторника, пока что не буду ничего обещать. Может быть, увидимся, может быть, не увидимся во вторник. Кто знает, что будет дальше, и кто ждет мою реакцию, сознайтесь. Сигнал становится сильнее. Зараза. Я потерял сигнал. О, кажется, что-то есть. А это что тут стоит? Сигнал становится сильнее. Должно быть уже близко. Где-то тут что-то. Подожди. Я ничего не понимаю. Это что за предмет? Источник магических помех. Чья-то жопа просто пердит. Сигнал становится сильнее. Вижу, Йеннифер наконец нашла добровольца побегать с пищащей палкой. Тихо. Козявка? Козявка издает помехи? Нет? А, вот ты где. Ага. А, Теплее, теплее. я Горячо. уж думала козявки. Подожди, ну тут показывает. Использовать. Мачья конница так и не прижилась. Что? Что за... А, вот ты где. Фу, я думала, это ума-ума. Помехи идут отсюда. Ящики, да, я уже увидела. Я уже поняла Что в этих ящики. ящиках? Двемеритовые бомбы. Ламберт делал. Ничего удивительного, что мегаскоп не работает. Ладно, надо их убрать. Я уберу. Hello, hi. Не то ты мне все вверх дном перевернешь. Только присматривай за Умой. Так точно, дядюшка Весемир. Ну как дела? Весемир тебя не слишком замучил? Я так и думал.
Он как будто бы реально понимает его. Ну вот и все. Можешь идти. А теперь проверим условные рефлексы. Чё, он ему сейчас будет молоточком по коленочке Здесь бить? ничего. А, еще дальше искать надо. Подожди, достань. Возьми-ка. Здесь ничего. Куда-то надо идти еще, погоди. На двимерит нет. Это, наверное, надо куда-то на улице? Или чё? Или куда идти-то? А, к сосочке идти. Хорошо, идем. А она мне даст на единороге, ну Владось. Мы только шлендром пойдем. Пойдем? А? Прибожик был в 100 раз красивше. Ну, я не против, да. И чё? Давай поговорим. Спасибо, все работает. Что это было? Пожалуйста. Динамитовые бомбы. Ламберт оставил их возле кроватей. Он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа. Ну, давайте типа позащищаем его чуть-чуть. Знаешь, в мегаскопах он не разбирается, так что... Я тебя умоляю. Ламберт вредный, но не глупый. Ну да ладно. Ты готов к разговору? Ой, кто бы А ты меня говорил? приглашаешь? Сами Я думал, члены пойдем ложи не посвящают, к кто попал в проституткам. свои тайны. Можешь считать это А доказательством. тут, когда я того. говорю, пойдем по Ну, шлендрам, тебя лишь бы по бабам, лишь бы по бабам. Ты только что сказала, Борща что не ты наварила, а по бабам Не собралась. склонялся к словам. Кейдмил и Йеннифер Айп Венгерберг. Гвинблейд. Мегасилу, ну стопудовый он мегасилу измеряет. Ну, давайте типа вот это вот скажем. Эдмил Айнсайверне. Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие? Вафайль Элайне Каэдмил Фолье. Глайды в Дорне Айптонайт. Смотри, назад шагает. Она уже слышала эти слова по Ты ходу уже дела. слышала эти слова? Да, в легендах. В тех, что без счастливого конца. Ты сумеешь помочь Потому что там нам? конца-то не было. В известной степени. Здесь нужна формула Агнес из Гланвеля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айн Сайверне. Вафайль. Наш разговор еще не окончен. Фига такая, типа, В чем дерзкая. Приходит час белого хлада и белого света. И мир умрет средь мороза. Я знаю пророчество. А, Глеб. это про Не эту, про сомневаюсь. дикую охоту, Но что они понимаешь ли, морозные. Старшая кровь может начать час конца. Или Причем конец, если есть отсрочить его. шлендры. Точно. Помни об этом, Гвинблейд. Ибо от тебя зависит, возгорится ли зерно Драма пламенем. супружеская. Но, возможно, да. Ну, до свидания. До свидания. С почестями кланяемся. Так, ты поняла, что она имела в виду? Я ничего не поняла. Ты поняла, о чем она говорила? Что-то От Цири, отсрочить? конечно же. Отсрочить конец? Оставили бы ее уже в покое. Даже не надейся. И что теперь? Интересный разговор. И что теперь? Все готово. Соберем остальных, и можно начинать. Игра намекает играть в карты на раздевание? Только с тобой. Послушайте, все уже готово. Можем А начинать. ума такая Ламберт, зайка. приготовь аппаратуру. Полосатый Эстель, гольф один пойди. какой-то. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя С игрушкой дорогая. деревянной. Нет,
я думала, мы договорились, что возьмемся за Уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, так? Конечно, небезопасно. Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. А что за способ? Что это за способ? Он основан на народных традициях. Подорожник будет прикладывать к вздутым вот этим вот прыщам. Повесского лебедя в 1211-м. Я заберу Уму в горы. И что, будете вместе выйти на Луну? Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь. Нет, мы не будем выйти на Луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, До смерти выросшего избить на... мужа за А, впрочем, измену, не при вижу условии, нужды что тебе она одна объяснять. будет его По моему пиздить. мнению. Я его знаю, но я не прошу Я согласия. срочно еду в Говорю, Китай. как будет. Мне нужен Я муж, вернусь на изменник, рассвете, которого с я Умой. буду пиздить, пока Или он с не тем, кто умрет. в нем скрыт. Тоже возьмешь алкашку? Блин, может тоже взять алкашку, а? Ну, у меня только водичка. Блин, а почему? Я же не дала согласия. Я просто спросила, что за метод, а он уже ушел с Умой. Я вернусь на 5-е сутки с рассветом с востока. Так, что будем делать в свободный вечер? Найди на роге скакать. Весемир говорил, что надо бы заменить балки под крышей, ну на башне. Можно этим заняться. Убить любого шотландца. еще А если он не с луком и стрелами, а с Это меня арбалетом, только больше например? привлекает. Я тоже не А если он в откажусь от шотландской стаканчика, а то и юбке двух. со своей вот этой вот... Стало быть, проголосовали. Хорошо. Но через Джон минуту. Уик? Нам с Геральтом надо поговорить. Хо-хо, звучит серьезно. Еще увидимся. Будем бухать. Ну, что я знаю, что мы натворили. Мы отдали Уму, и они ушли с Весемиром. Она хотела действовать по своему плану, все пошло иначе. Смысл задавать эти глупые вопросы? Мужчина. Что я снова натворил? Ничего, я хотела тебя на минутку задержать. Привет, Так, привет, чтобы да, ребята не губит учуяли, людей не что пиво, мы будем делать. губит людей вода. А что Именно мы будем так. делать? Как у тебя Пойдем, дела, Надя. И рассказывай. займемся любовью. Ты обходишься без намеков. Я слишком Кошку стара, в чтобы тюрьму изображать посадят. стыдливого подростка. Не. Разве что ты меня попросишь. Так что, идем? Ты потом к ним присоединишься. Через часик. Или через 2. Я пропустила, подожди. Я думала об алкоголе и пропустила. Куда идем-то? А я потом присоединюсь к мужикам. Типа я сейчас такая, либо я подкаблучник, либо я не подкаблучник. Надо мной будут в первом случае издеваться мужики, что я опять там пошла значит, ублажать желание своей барышни. Либо, если я пойду с ними бухать, она такая, ну и дуй тогда, бухай с ними. Не дам тебе больше титьку свою нюхать. Я все важное пропускаю, да пипец. Про что там было, Владось? А? Привет, привет. Привет. Всем здрасте. Она позвала сексом трахаться. Все, идем. Или через 3. Ловлю на слове. Идем вообще без Б. Приветики! Кусики-кукусики. Как дела? Бухать пойдет в любом случае, да, мы... О, да. Все. Мои мысли, мои скакуны.
А зачем мне рога смотреть? Вот это показывайте. А волки тут при чем? Что-то смесь всего подряд. Не топить соседей не буду. Рогов оленей до сих пор боюсь. Не лови моего оленя. Так. Голубки все-таки решили к нам присоединиться. Не заскучали? Да не, сам мы там слышал, чпокались, у нас все нормально. И потом это не наше дело. Ай, да вот! Ген, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки. Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся. Ой, вот так, давай. Эскель, расскажи все-таки, как ты завалил Волк катакана, поймал, которого я мы не вскрывали? знаю, я надеюсь, Катакана? что нет. Но хотя, Ого! Опасные твари. если это И символично... Эту особь интересовали Да, значит, только поймал. девицы из высшего общества. Прям как меня. Нет, из бочки, Ладно. да. Нас не интересуют твои фантазии. Что до вампира, даже мне интересно, что Ай, тебе. Владося. Мой заказчик устроил бал для городской знати. Чтобы Короче, выманить загнали лань. Я был в маске. И должен сказать, в жизни у меня не было такого успеха у женщин, как в ту ночь. А почему там женщины были? А, успехом он из-за маски, видимо. Так, Флиртуешь на работе? Скверная идея. Вампир нападет, а ты только что штаны спустил. Это да. Но с моей рожей приходится использовать каждый шанс. Может, тебе все время ходить в маске? трусы А носи тебе на с лице. Так что с вампиром? А, тебе, Я говорит, с сговорился с кляпом. одной юной алхимичкой. Она нагрузилась всем под завязку. И с штехом, водкой, грибами и вышла в сад. Вампир нашел ее, напился. Ой, Ты боя-то эти толком были не было. блинчики с грибами. Современная Выбирайте сказка о вреде сами. обжорства. А что с алхимичкой? Старая Все реклама. в порядке. Потеряла немного крови. Самым тяжким было похмелье. Она с месяц один раз сол пила. Фига себе похмелье целый месяц, господи боже мой. Бедный щенок волка будет голодать? Так все-таки они не поймали лань? Че, она типа... Что? Непонятно. А у тебя что, Ламберт? Было что-нибудь интересное? Не считая поисков Хорошо Таулера. так с друзьяшками Да. сидеть, я У меня согласна. был Давай контракт в соберемся, Аннексетере. посидим. И, надо сказать, довольно По выгодно. вебке побухаем. Овери золото не имеет. Знаешь, сколько там дают за утопца? Цыц, я сейчас рассказываю. Так вот, им докучал великан. Грабил караваны, народ в болото утаскивал. И гадил на большаках, которые из-за того становились ужасно скользкими. Хватит нагнетать, переходи к делу. Ладно, Ай, какая. оказалось, никакой это не великан, а толстый лесной тролль. А караваны грабила шайка разбойников. И что ты сделал? Убил разбойников. Я чтобы никогда на дороге такие было капли не спокойно. пила, Потом Хантер тролля. вообще ни разу не Награду за его пробовала. голову давали. Говорить время и место, ну слушай, ну интернет как бы в любое время, когда будет, ну у нас с тобой разница еще во времени, да, надо просто, чтобы я сидела выпивала, чтобы у тебя уже можно было сидеть выпивать, и мы такие просто в говнище. А вот ты меня уважаешь, а ты меня уважаешь, а давай наоборот решал. И просто я потом беру эту собаку и так... «Муа». Ну потому что чё еще под рукой? Только рюмка и собака вот эта. Так, хорошо.
Угу. Тролля мог бы Ты пощадить. мог бы пощадить тролля. А потом жрать корешки и спать в придорожных канавах? Мне были нужны деньги. А по троллю никто не плакал. Ну, хоть помянем бедолагу. Уровень алкоголизма. Конечно, я в любое время готова. Хоть с утра просыпаюсь и сразу иду. Ну, не в холодильник. Но у меня есть бутылка чиваса 12-летнего. Хорошая штука, вкусная. Да. Ага. Владосик позовем обязательно. Ну, теперь давайте я расскажу про себя. В последнее время столько всего приключилось. Короли, драконы, заговоры, а потом я нашел Йен. И мы с ней на страшно за тебя единороге переживаем. просто делали. Расскажи, что там с Умой? Я как сейчас Долгая помню, история. как Эритома Я шел снимал по следам Цири. Велен, Скеллиге. В Новиграде снова пришлось спасать Лютика. Его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем. Раз уж зашла речь о старых друзьях, С кем-нибудь Егоре не на тем. Новиграде, как там Трис? Трис, отъебись! Вот так. Как бы ответить так, чтобы не задеть сердце вон той барышни, с которой у нас только что был неплохой таки перепиху. Ну, я не знаю, давай вот так. Трис отлично справляется. Как и соденские шрамы? Не затянулись? Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно, тогда вернемся к серьезным вещам. Йен, что ты хочешь делать с Умой? Расчинить. Я уже сказала, завтра расскажу. Давай рассказывай. Уже за полночь. Хуяк залпом выпила. Сейчас все Я расскажу. подвергну его испытанию травами. Но только если... Ты, сука, что? Повежливей. А ты слышал, как? Второй раз просить не буду. Я извиняюсь. Ты собралась сделать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай, иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Она же Чтобы может вернуть его вот Уме так прежний просто облик, скрутить надо в три сначала- дульки. Как бы это объяснить? Я Представьте пьяная, себе кусок буйная? глины. Не. Чтобы придать ему Ну, хотя форму, смотря в какой надо сперва его компании. вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к Ну, ему переменам, идет и очень только бороденка. потом мутагены превращают человека в ведьмака. Какие шансы, что Ума выживет? Какие шансы, что Ума выживет? Небольшие, но выбора нет. Разве что Весемир провернет этот свой трюк с болиголовым. Старик свое дело знает. О, Это будет первое испытание за многие годы. Я знала, что ты будешь осторожничать. Да при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты. И нечего их вспоминать. Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков. налаживать надо. производство, Видишь как ли, печенюшки, До этого да? момента у нас был отличный предлог не брать учеников. Это надо обсудить. В другой раз. Кому еще? О, мне! Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь на кухню? Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Нормально, он вообще отличный мужчина. Шикарно он выглядит. Не послушал. Они никогда не слушают. Ты о чем? У Эскеля тут был контракт на самовиллу. Отличная история. Сейчас расскажу. Только долей сперва. А закуска-то кончилась. Моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой голубки. Ну что смотришь? Ян ушла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай О, еще по нифига одной. себе. Ну, одна. Сейчас они прям все ужрутся, да?
Ого, сколько пустых бутылок. Глазки-глазки такие, да? Сыграем в карты, нетушки. Так, ну давай, расскажи, что Так там было. Что там с самовилой? Да вот затянул одного пейзанина танцевать. А тот мне Танцевать, обрадовался, затянул, что я должен танцевать. влюбился в нее по уши. Хотел, чтобы я ее поймал. Платьишко Я надо отказал, деть. он Ну пошел я в со мной платьишке. на балу Вот висеть. здесь, я в платьишке. Ты Думается, видел мне это платьишко? Они до сих уже? пор по стерне мазурку пляшут. Отличная история. И Она с кокаин моралью. нюхает, срочно к ней идем. Держись подальше от опасных женщин. Женщины опасные, да, а от опасных женщин надо держаться подальше, это правильно. Так, оставь Йен в покое. Ты когда-нибудь оставишь Йен в покое? Ага. Танцы Когда пьяная ночные в луне доверяют. голая? И ради неё Ну, я в думаю, огонь это зрелище готов прыгнуть. отличное. Она с тобой играется. И так всегда и было. Нет, мы же с Джином нашлись разорвали эксперты. контракты, мы друг друга все равно любим. Чародейками-то не были. Не без причины. У нас любовь. Ладно, отстань от красавчика, пока он не разбухтелся. Видишь, уже даже мину эту обиженную состроил. Пей, Геральт, за тебя и Йен, чтобы у вас все было хорошо. Я тоже выпью. Холодно тут, как у ледяного великана в жопе. Я Господа, удивлена, что Ламберт Сейчас был вернусь. у голубого... Посуду Ой, вернусь. господи, у голубого ледяного великана в жопе. Так. А мне тепло. Да он всегда был мерзлявым. Помнишь зимой, лет 15 назад, когда снег лежал до Бельтайна? Ага, Ламберт сидел у камина. Из-за чародеек почти все проблемы. всякий Слушай, раз я бы едва сказала, начинался что из-за барышень. здорово. Из-за женщин Молодцы. почти все проблемы. Развлекаетесь, значит? Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Что с ним? Откуда ты выкопал этот чепчик? Из сундука Весемира. Писк моды 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил мамзель. Мамзель, Мальчик, ведьмачья работа — это вам не карты и выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы, не нам. Просто над Весемиром издевается, Нам он одного троллит. Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Это женщины О, только и всесильные, ну я налью, понимаю. Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Не знаю я, Хантер, почему именно так. Это, я думаю, все из-за того, что построение русского языка, там буквы за буквами, как-то там у них свои вот эти вот взаимоотношения буквенные, стопудово отвечают зуб дают. Короче, давайте развлечемся, мальчики. Эй, давайте устроим что-нибудь веселое. Что, тебе с нами скучно? Нет, просто все как-то... Неспешно. Красавчик прав, слушайте. Меня ксенфуртский студент научил одной игре. В какой игре? Говоришь, я Никогда не... И продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна. Потом следующий тоже самое. Отличная игра, надо поиграть Ну, как-нибудь в давайте какой-нибудь попробуем. компании Начинай. за... Я никогда не спал спал с суккубом. Я не спала с суккубом. А он спал. Вот так. Эскель. Вот уж в тихом омуте. У меня слабость к рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я Здесь никогда поиграем. не просыпался после попойки в одних подштанниках. Подштанников.
А я не знаю, просыпался Герочка в подштанниках, или это уже ко мне вопрос, в одних подштанниках. То есть, грубо говоря, в одних трусах. Да, всегда, постоянно я просыпаюсь в одних трусах. Пьем, значит. Геральт, с Ламбертом все понятно, но ты... Что сказал бы папочка Весемир? Думаю, папочка Весемир тоже Когда бы ты выпил. женщины всем нравится. Слушай, я не знаю. Ладно, Геральт, твой ход. Я никогда не... А чё я никогда не? Ну вот так давайте. Я не выпрыгивал из окна любовницы. Крепкий, должно быть, был муж у этой твоей дамочки. Не в том дело. Это был друг. Рога Я закупать, не маленькие такие рожки, маленькие надо, Да. как у демоненка Вот маленького. она, И хвостик настоящая. такой, чик. Ладно, С этим на господа, конце, давайте со заканчивать, стремой. а то я вам в глаза смотреть не смогу. Водка кончилась. Сгоняйте за добавкой. Я Тут уже добавка. ходил за жратвой. Ладно. Так у них там нету жратвы никакой на столе. Пустые бутылки, карты. Сам. Я тебя люблю, я еще не настолько напилась. Ламберт, послушай, я тебя чем-то раздражаю. Меня? С чего ты взял? Ну, мне так кажется. И знаешь, Сейчас будет типа, ты меня уважаешь, братуха. приятный, но Он брат. такой, я тебя не уважаю. Сука, я еще раз плачу. Иди сюда. Так, холера разбилась. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет. Надо бы его поискать. Это работа для Весемира. Не начинай. И сними уже эту шляпу. Куда этот молокосос подевался? Может, он того? В опасности? Тогда мы идем на помощь. Ой, дурында, а. Найти Эскеля, используя ведьмачье чутье. Ну, Эскель. давай. Давай, Я- давай. Вино разлил и влез в него. И ты встал на колени, чтобы это увидеть? Если Ну бы да. я нагнулся, меня бы вырвало. А чё? Его, как будто его тут тошнило по углам. Это что за фигня? Эскель! Пинчуга! Вылезай! Как-то странно. Эскель, давай, давай. Куда-то он ушел. Он на улицу ушел, что ли? Эскель! 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 Эй, слышишь? Как дыхание раненой виверны? Холера! По-моему, он поранился. Он поранился? Больше, одним меньше. Ага. Эскель где-то Храпит, здесь. что ли, он вместе с козой? Мы идем! Он дрыхнет, ну. Эскель, давай, давай. И коза его тихонько тыкает в него носом. Со своим верным звоночком. Эй! Эскель! Просто, блин, валяется. А, что? Что случилось? Это под дождем, блин. Набрались мы в 3 жопы. Вот что случилось. В 3 Вставай, жопы. пошли пить. Оставьте меня. Я сейчас сблюю. Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается. Значит, надо найти 4-го. Лучший А квест еще лучше игры? бабу. Кроме Йен тут Как никого придется нет. Салаэски? Нет, Ее не лучше не знаю. будить, поверьте мне. А что та чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай. Мы Он включим отрыжку мегаскоп, сделал. пригласим ее вежливо. Она к нам телепортируется.
Может, и подружек прихватит? Ну, что скажете? Ему же подружек. Все, больше не пей. Ламберт, Они просто уже в сиську Ты пьяные, просто как завидуешь, что свиноты. сам до этого не додумался. Но это же не повод нам портить всю забаву. у меня нет сил спорить. Конечно нет. Да я тебя одним пальцем уложу. Эй, успокойся. Хочешь подраться, а? Хочешь? Ну, давай. Не Спокойно. надо. Коза тоже ушла. Шапка — это шапка Весемира. Что, на полу спит? Упал с кровати со своей. Почему зря? Что надо было? Баб вызвать? Дурацкий сон. Ума. В одних почтальниках. Чего? Надо было телок вызывать, да? Или драться? Вижу, все уже на ногах. Ну, что, пересохраняться? Переоткрывать? Разит перегаром. Эта шляпа дорога мне как память, Ламберт. Отчитывать за шляпу. Успокойся. Все отстирается. В угол их потом поставишь, а сейчас за работу. Я все просрала? Блин, ну погоди. Надо полагать, твой метод с гробовой доской и болиголовом не сработал. Не впал, пока вы носились за Я велосипедом. хочу тогда, погоди. Поэтому... Я не могу сейчас Тогда молчи. сделать. Да. Блин. Я не могу сделать escape сейчас. Я думал, Надо, вы чтобы диалог Я не закончился. видел... Жаль, его было... Ага. И что теперь? Ну ладно, и что теперь? Сейчас быстро тогда это про... Геральт, О, нет. и продезинфицируй. Так, хорошо. Загрузка. Погоди, а это у нас как будет? Это у нас как будет? Это, наверное, вот это? Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума. Сам... Нет, не то. Еще раньше надо. Все, пропустить. Пока вы... Будем сейчас загружаться, пока не загрузимся. Что теперь? Можно начинать. Почему не сделали... Геральт, О, нет. и Ну продезинфицируй. давай, чик. Загрузка. Так, подожди, нам, наверное, тогда, вот это надо, да? Окей. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке Ничего не тайны стесняться? послужит Хорошо, Ума. будет Самый... исполнено. Хорошо, мы нашли его. Со своим верным звоночком. Коза ждет, когда ее подоют. Эй! Эски! Так почему-то у козы Подъем! 4 титьки, вообще у козы 2 титьки. Что? Что случилось? Что случилось? на самом Набрались мы в деле? 3 жопы. Вот что случилось. Вставай, пошли пить. Оставьте меня. Я сейчас То есть сблюю. тёлок вызываем, Нам да? втроем собраться всегда этим Мне кончается. кажется, нас съели Значит, перед надо пиздой. найти 4-го. А еще лучше бабу. Кроме Йен тут никого нет. Ее лучше не будить, поверьте мне. А что та чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай. Мы включим мегаскоп. Господи, он такой пригласим её вежливый, вежливо. просто отрыжка Она из к него нам так и телепортируется. льется, и Может, он хочет подружек барышень прихватит. Ну, что приглашать. скажете? Хорошо, ладно. Ты гений. Ламберт, ты гений. А то. Приглашаем ложу на вечеринку. Да, сука, приглашаем! Кошмар. Так, как это работает? Че Но там пляж стоит? Тут покрутить, там повернуть, а потом... Надо сказать что-нибудь по-эльфски. Говно вопрос. Ну, за дело. Говно вопрос. Стойте-ка. Сейчас он такой, Вингардиум когда Левиоса. И Ида перышко нас полетело. видит, мы ее напугаем. В смысле, на Привет, магичку не Влад, привет.
Как у тебя дела? Я Рассказывай. Переоденемся в платье Как ты Йеннифер. там поживаешь? Сумки ее там. Ты что, это собрался надевать? Заткнись, умник. А то так корсет затяну, что все штаны засрешь. Все штаны засрешь, господи. Подожди. Ладно, хорошо, в платье. Не ной, Эскель. Сейчас будешь весь в В мишуре. Я тоже хорошо. Никому не рассказывай. Устаю ясно? немножко, времени не Никому. хватает. Но все нормально. Так, погоди, я смотрела Настолько барахла натащила, я уж решила, она тут жить собралась. платье. Пугай Геральта. Надеть панталоны Йеннифер, отлично. Просто вообще это маразм, бред сивой кобылы. Где панталоны Йен? Где ее панталоны? У меня должны быть тут штаны, а тут не то пальто. Или это вот оно вот здесь. Значит, какие у нас красивые штаны. Просто закачаешься. Да, да. О, Будто на смотри, тебя шили. какая жопа! Какая жопа у Одевай, него! давай. Почему все так расплывчато? Не это. Оно тебе по фигуре не подойдет. Эскель, Ёб твою холера! мать. У тебя ж талия осиная. А ты сам осина. Ну ладно, давайте же. Я в этой штуке еле дышу. Так, я буду говорить, а вы двое Ой, бля. занимайтесь кристаллами. Каэдмил, блядь, хойна. Фокус-покус, Кошмар. чармары, арсблатана. Что это? Кто там? Что Я это? очень извиняюсь. Мы ошиблись. Стража! Бумага кончилась, ваше превосходительство. Не ты, баран. Ложа! Ложа хочет меня убить! Надеюсь, у вас есть объяснение происходящему? Упс. Очень хорошее объяснение. Иди в Красиво, кровать. красиво, да. Сейчас же. По жопе сейчас получим. Ух, разгневанная барышня, это... Ну просыпайся давай теперь, все, пойдем уму лечить. Проклятие. Дурацкий сон. Сон да не сон. Это как в Тотор было. Сон да не сон, когда они желуди посадили, из желудей вылез, ну вот эти проклюнулись росточки, выросло огромное-огромное дерево, все сплелось между собой, и Мэй... Вижу, все уже на ногах. Вторую? Сацуки и Мэй, они, короче, вцепившись в Тотора, летали на его Разить вот берега. этой юле. Прикольно. Эта шляпа дорога мне как память, Ламберт. Я таких Успокойся. пизделей слышу Всё впервые. отстирается. В угол их потом поставишь. А сейчас за Хорошо. работу. В угол потом нас поставят. Так, хорошо, ничего не Надо вышло. полагать, твой метод с гробовой доской и болиголовом не сработал. Не вполне. Но кое-что я узнал. Что же ты Пока узнал? вы носились за велохвостами и играли с мегаскопом, я осмотрел Уму. И вот что я заметил. Когда его сознание, скажем так, расслаблено, он ведет себя по-другому. Когда он засыпает, у него движения меняются, взгляд, но только на мгновение. Поэтому я ввел его в транс. Сначала ничего не происходило, но когда он впал в летаргическую фазу, я что-то услышал. Вздох или стон. И это был не голос Умы. Не представляю, как нам это поможет. Тогда молчи. Спасибо, Весемир. И прости за то, что я тебе наговорила. Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да. И мне это не нравится. Но я доверяю тебе. Это Ума. Это Ума. Это не Я думал, мы Добби. избавились от этого стола много лет назад.
Ну, я не видел унылого Альберта уже лет 50. Мутантский Жаль кар. его было выкидывать. Я подумал, а вдруг пригодится. Ну, сами знаете. Шикарные Я женщины, кстати, старый. да, из-за них были. Вообще Ага. прям... У каждого деда М, полный да, чердак пыточных персики. устройств. Так, хорошо, ладно, что теперь? Ну ладно, и что теперь? Можно начинать. Надо только приготовить зелья. А почему мы не... Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания крайне реактивны. Их надо использовать сразу после приготовления. Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры. А ты, Эскель, возьми бутыль спирта. О, нет. После прошлой ночи я... Не могу смотреть на алкоголь. Ну, мальчики, раз-два, раз-два. Раз, два, 3, 4. Че ты пихаешься? Нифига она Ты не дерзкая. знаешь, кто скрыт в теле Умы. Так как ты считала пропорции? Сделала несколько сложных вычислений. Экстраполировала кое-какие данные. Провела симуляцию процесса. Словом, все наугад. Приготовить экстракт трав. Нам нужна алхимия, скорее всего. Так, подожди, у нас должно быть вот задание. Экстракт трав. Изготовить предмет. Хорошо, у нас есть экстракт. Отнести. Зелья готовы. Отлично. Инструменты тоже. Хорошо. Весемир, Привет, еще не Выйдешь прошла ты чёртова Ведьмака. корня, чтобы приглушить Я боль. не Ясно. сильно часто, к Я это уже сожалению, делаю. стримлю. Эскель. Если бы 3 раза в неделю, Вставь. то уже бы Геральт, больше прошло. расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Что-то страшно. А есть разница в каком порядке? Тебя с Татьяной перепутали? С какой Татьяной? Что за Татьяна? Нет, не важно? Ну тогда ладно. Он мучается, Чё-то в зайка. корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Маленькое создание. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Вообще Геральт, мутные следующее травы зелье. мутят. Не говори, вообще странная дикая компашка какая-то. О, хорошо. Ойси Кайфин. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Капец. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в ведьмаки. Без помощи он... Просто блюет, бедняжка. Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. В одних портках Я не верю, оттирают что мы это блевоту. делаем.
вытираем блевотину с пола? Я про Почему он в одних испытание. портках? Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Ему по кайфу в труселях или кому? Ух. Йен знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится? Господа, пол чище уже Был не квест, в котором нужно было меня кормить надо бы Йен. потереть. Не обижайся, но я бы предпочла, чтобы это сделал Геральт. Понятное дело. Я тоже. Чего он без штанов ходит, а? Это нормально? Да, Вырезали? тело Умы распадается изнутри. А, Когда я потому процесс что... завершится, А почему? надо Я же будет в штанах вроде сформировать его была. заново, или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутагены, а мы будем использовать заклинания. Что-то я волнуюсь так. Йен, ты засыпаешь. Вот и нет. О, бедняжка. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Могу тебя ущипнуть. За жопку. Может, позже? А сейчас просто расскажи мне что-нибудь. Я рассказывал, как Лютик купил мне меч. Это в Кераке? После того, как мы... Решили разойтись, да. Анекдот Мой про Ромео и меч Джульетту в нес грязном куда-то, замке, я не а знаю, Лютик такой об анекдот этом рассказывай. узнал и купил мне новый. Пришел ко мне весь Очень много светится. англоговорящих, Лучшие да, на самом деле ролинские так и стали, есть. Цена отличная, до того низкая, я будто продавца обокрал. И разлетелся тот клинок после первого же блока. В портках, блин. Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. Невид, Сири. Конятат. Невид. Сиви. Коале. Арива. Эндир. Нет. Нет, не позволю. Желтый флакон у меня в сумке. Тихо. Слушай. Невид. Сиви. Коале. Коале. Конятат. Подсказка с заклинанием, что ли, была? Невид. Арива. Эндир. Геральт, открывай филактерий. Конятат. Тарананеде. Дир. И он в одних трусах. Шикарно. Авалак? Ты знаешь его? Да. Эльф. Айн Эйлер. Знающий. Где Цири? Спрятано. Остров туманов. Но там небезопасно. Охота. Чего охота хочет от Цири? Крови. Старшей Трусы крови. наколдовали, да, Чтобы все наколдовали. открыть врата. Нельзя. Этого нельзя допустить.
Остров Туманов, где это? Надо сейчас идти будет на остров Туманов. Всюду. И нигде. Слушай, знающий, мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Брейвейн, Арвейн, Кирейн. На Скеллиге плыви за ним. В мглу. Торопись. На Скеллиг Быстрее. возвращаться. Я пытался защитить ее, но проклятие. Охота еще не нашла остров. Пока это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут ее сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Он придет в себя? Не знаю. Я тоже, Пусть да, сам после Не отсидки. всё Как ты мог прошло забыть так, ту как нужно. историю? Я сняла заклятие, но... Испытание После уничтожили острова Лондон. многие второстепенные квесты пропадут. Надо сначала еще Судорожное второстепенку движение пальцев. поделать, да, а потом Зрачки идти по не основному реагируют на квесту. свет. Я видел это уже много раз. Слишком много. Токсины необратимо повредили его нервную систему. И даже если он выживет, вы понимаете. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакха? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Он не Может друг. и нет. Но Цири прям, и отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Ну, наверное, мы будем ждать что-нибудь. Йеннифер, наверное, придумает. Мы будем ждать их с мечами наготове. Да. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, 5? В этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, Опять которые умеют грибы не мечом те махать. съела. Или Ну, походу, владеет дела, магией. да. Собрать союзников надо. Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. Приятные девицы. А вы что собираетесь делать? Укреплением, Мне придется наверное, заботиться об заниматься. Авалакхе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Добро. Пора в дорогу. Пора в Удачи дорогу. тебе, Волк. И передавай привет ласточке. Возвращайся быстрее, Геральт. Будет исполнено, моя дорогая. Теперь нам надо надеть штаны. Где наши штаны? Штаны! Та-дам! У меня 2 рубашки. Замечательно, хорошо. Обойти знакомых, чтобы набрать союзников. Отлично, я очень счастлива. Ребята, анекдот сейчас надо прочитать. Значит, Ромео скачет на коне к Джульетте, к замку. Замок весь в дерьме. Шикарно. Уже мне нравится этот анекдот. Так, он к воротам. Ворота все в дерьме. К лестницам. Лестницы в дерьме. В залы все залы в дерьме. Все в дерьме. Он к Джульетте сидит на кровати, вся в дерьме. Да, хорошо. Ромео спрашивает. Джульетта, где вас тут посрать можно? Логично. Где можно? Она такая, ну давай.
Трусы можно снять в одном квесте? О, господи, как интересно. Но, наверное, мы не будем снимать с него трусямбы. Я что предлагаю, ребята? Я сегодня долго не планировала игрулькать, поэтому мы сделаем вот так. Мы сделаем вот так. Чик. Мы сделаем вот так. Чик. Немножечко с вами еще поболтаем. Совсем капелюшку. И будем на сегодня уже прощаться, потому что завтра у меня будет очень много дел, которые нужно обязательно сделать, потому что это будет единственный выходной, когда я буду дома. А дел напланировано вот так вот. Ну, а в воскресенье, как я уже вам сказала, я еду ранним утром по делам, поэтому завтра мы с вами не встретимся, ребятки. Если все будет хорошо, если я буду не уставшей ватрушкой, во вторник мы с вами встретимся. И будем играть дальше. Может быть, я действительно подумаю, поиграем во что-нибудь другое. Ведьмака я оставлю на смакование. Сама буду играть. Там с Владоськой мы частенько играем. Созваниваясь по Дискорду, он сидит и говорит: ну вот ты же можешь, ну вот же ж можешь. А почему на стриме так и не можешь, а вот тут можешь? И куда тебя потянула женщина? А там вопросики же, вопросики на картах. И я хочу вот этот вопросик. Он такая: еще вопросик, хочу вот этот вопросик сделать. Все вопросики мои, господи, помоги. Какой выбрать первым, я не знаю. Короче, подумаем, посмотрим. Платьишко показать? А ты разве не видел платьишко? Ты же видел платьишко. Стримить какую-то игрушку. Слушай, я пока вообще не знаю на самом деле, чего да как будет у меня обстоять со стримами. На самом деле иногда мозг уже вот чик и не хочет думать. И вот уже в игрушки тяжеловато играть, особенно когда ты после тяжелого рабочего дня, и так у тебя мозги на бикрень, и что-то там сидеть и думать в игрульках. Как-то так. С возрастом все печальнее. Так, ладно, давай привстанем чуть-чуть. Попробуем показать платьишко. Вот. Та-дам! Такое платьишко. Простенькое, самое простенькое платьишко. Просто летнее платьишко. Все. Показала. Вот так, я молодец. Так. Надо раздать Хантеру чудесные поцелуйки на прощание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это все твое. Как много! А какие они сладкие! А почему? А потому что я ела персик и дыню. Прикинь, как тебе повезло. Поцелуйки за донат? Все. Надо срочно прорабатывать прайс. И будем раздавать поцелуйки за донат. Сколько поцелуек вы хотите? 1. Одной рукой, 2 руками. А еще можно, например, видишь руку, и потом по щам просто прилетело. Тоже за донат. В купальниках модных сидеть когда-нибудь? Нет, наверное, никогда этого не будет. Я барышня не такая, я скромница. Ай, не надо. Ну все, ребятки, давайте будем прощаться. Пойду я все это дело себе снимать, умывать и ложиться отдыхать. Я очень рада была с вами сегодня повидаться. Вы все большие молодцы, что пришли. Молодцы, что поставили вот так вот пальчик. Либо вот так вот, неважно. Неважно, как вы сделали. Самое главное, что вы это сделали. Не забывайте про меня заходить, попинывайте там в комментах где-нибудь. Может, я благодаря вашим комментам буду так воспрянула духом и пошла стримить после тяжелого рабочего дня. Посмотрим, ребятки.
Всем чмоки-чмоки в обе щеки. Сладких снов. Кому-то хорошего вечера, потом сладких снов. Кому-то, может быть, уже доброго утра и отличного дня. Всем хороших выходных. Не забывайте отдыхать, кушать и высыпаться. Все. Всем бай-бай.